У нас время вышло. Итак, 10, 9, 8, 7, 6, 5, Присаживайтесь. А, все? Да. Я же могу вас дальше мучить. Повторять 4 раза. Ну, поверьте, мне не представляет. Все в ваших руках. Интересно. Вадим, Да. а вы не расскажете нам, какой правильный ответ? Конечно. Все есть. Пока, если интересно, вы можете открыть свою распечатку и посмотреть. Можете открыть полностью свой, да. Вот у вас тоже для этого, ну как удобнее на самом деле, да? Теперь можешь? Какие-то могут быть знакомые, какие-то новые. Ну что ж. Пожалуйста, присаживайтесь. Итак, коллеги, скажите, пожалуйста, как это было, как вам кажется, какие из приведенных блоков имеют непосредственно к вам отношение к компании? Какой может быть самый распространенный? Не, ну у нас на самом деле низкая мотивация не часто встречается в наш блок. То есть, в принципе, если люди приходят на встречу, они готовы разговаривать. У нас встречаются кейсы, вот из моего опыта, когда люди не готовы встречаться. Да. Вот. То есть, если люди уже собрались, то все, они готовы что-то услышать и изречь из себя что-то. Вот прийти, повторяюсь. А если из других блоков, Татьяна, была возможность, или вот из этих? Посмотрите, что вы видите. А есть ножик, можно разделить. Есть вопрос с этим Да. мне кажется, это такая достаточно регулярная история. Регулярная история, а в чем это выражается? Да, на самом деле вопрос структурирования, приоритизации людей, да, и той же самой вовлеченности. Да? То есть если люди, например, из разных департаментов присутствуют, отделов, как там угодно, да, назвать, у каждого свой определенный темперамент, темп, и, в общем, и задачи встречи. Вопрос, кто ведущий встречи, да, и если коллеги находятся, так скажем, в горизонтали, в матричной структуре, да, она сильно отличается от вертикальной истории, когда руководитель, например, задает все сразу в повестку, и ответственный может это сделать как бы во время встречи. Все руководители так сказать. Да, я вообще, в принципе, говорю, что так, частенько бывает, я согласна, что не всегда. Да, А когда собираются коллеги, да, не всегда бывает понятно, кто ведущий, да, то есть надо договориться на берегу изначально и четко, Вот это на самом деле во многих компаниях бывает такая не вполне проработанная история. Небольшое действие, но которое принесет большую пользу. Да. Если есть хотя бы один человек лидирующий, вот в этом плане, просто по темпераменту, по своей самоорганизации, уже успех практически обеспечен, потому что он будет всех дергать, он будет изначально задавать вопросы, а где повестка, а кто придет, а зачем, да, ну, то есть, если нет таких людей, да, на встрече изначально, то может, в принципе, все поехать
поехать не туда, у нас будет проблема блоков хронометражей, хотя вроде бы все хотели согласиться и Хронометраж прочее. большая проблема. Большая проблема. Ну, у нас предложены некоторые решения, что можно с этим делать, собственно говоря, надеюсь, окажется это полезным. Коллеги, у нас был тест, поэтому сейчас, пожалуйста, для вашего внимания ответы. Ознакомьтесь, подумайте, что вы здесь видите. Несколько кислородов. Так, есть, да? Пожалуйста. Так, смотрим. Да, продуктовые консервы. Этих консервов говорил. Не стреляться, пожалуйста. А метать разные вещи. Ага. Могу подписать на единственную. Так, два продукта, 20 литров. Где 20 литров? Угадай только первый вся. Ну все правильно, у нас на втором месте в этом 20 литров. Коллеги, наша задача, у вас остаются эти листы, ваша задача сейчас посмотреть и понять. Ну, это просто интересно, на самом деле, нет правила. В какой ситуации вы были эффективнее, лично, либо в групповом Про обсуждении? молоко я был прав. А если мы на все посмотрим вместе? Конечно, на прав, конечно. Сигнальные огни. Задержки за фитнес, за здоровую жизнь, минимум калорий. Даже на Луне? Один баллон с молока. Просто я и шла по маслу сначала. Да. А вот Земля Потребности. как будет работать на солнечных батарейках, если там солнца нет? Солнечная же сторона. ты чё? Солнечная сторона. Это был момент. И это еще одно из На свет. А там пунктов. что, знаете, какая температура? Вот. Скажу так, это реальный кейс НАСА, которые полетят в 2020 году на Луну. То есть это реальный кейс. Полетят, и здесь еще есть парашютный шелк. Да, видели? Да. Почему он здесь? Потому что будет палящее солнце, и он помогает прикрываться. Поэтому мы его достаточно высоко поставим. Мне кажется, с такой температурой люди умирают. Ну, они находятся в скафандрах, и для этого у нас есть аптечка, и там для иглы именно отверстия. Они в скафандрах, конечно, находятся. Понятно. Задача их 300 километров. Дойти, доползти, как-то обозначить себя. Ничего себе немного. Это... Неделю, ладно. Да, пол дороги до Питера. Замечательно. Я 4 могу садить. У Есть меня есть доказательства. Без скафандра, Без- 50-килограммового баллона кислорода. И 20 литров воды. Им, давай тебя нагрузим. Коллеги, Я для этого качаюсь. вот, регулярно. Какое ваше впечатление, где были успешнее? В групповом обсуждении, ну, больше ответов попало, либо в личном? У кого, ну как, у каждого может быть разное совершенно. Просто ваше впечатление, что вы чувствуете? Групповом больше. У тебя здесь на психологии. Одинаково примерно. Да, вот тоже одинаково. Но вы-то уже знаете. Ну, видишь, память нас подвела. Да, а что же запомнить? Не, ну логика плюс-минус понятно. Да, да. Нет, Ну так, плюс-минус. В общем, те, кто знал этот тест заранее, тот очень хорошо нам помогал. Ну, скажем так, когда я его проходил, я тут тоже много просто не туда полетел, потому что не туда. Потому что мы же на Земле, мы же... Да, мало вводных о том, как вообще на Луне. Действительно. Это правда. Это вот кейс, когда недостаток информации. Совершенно верно. Блок. Которые отказались совершать. Итак, уважаемые коллеги, Медленно. отлично. Я думаю, какое-то представление о совместных решениях нам дает это упражнение. Итак, групповые решения, феномены групповых решений, давно мной обещанные для вас. Итак, эти пункты мы можем пройти, они у вас все отражены в раздаточных материалах. Феномен групповых упражнений. Первое. Групповое мышление. Что это такое? Когда группа, грубо говоря, теряет голову, принимает такое решение, которое не свойственно каждому из них в отдельности. Но просто в группе люди
теряют психологическую сохранность, связь с реальностью, моральные устои. Открыт для нас Ирвином Джарвисом в 1972 году. Так бывает. Что с этим можем делать? Ну, опять-таки, предлагаем это. Убеждаемся, что группа открыта к новым фактам, принимаем меры для того, чтобы для снижения давления на группу и решение, это называется sense checkers, то есть проверяем на здравый смысл с людьми не в группе. Еще характерный факт, когда у людей гораздо больше общего внутри, они как это имеют общее прошлое, они более склонны к этому. Следующий феномен, он у нас называется групповая поляризация, но здесь как раз таки два момента есть, я обозначил сдвиг к риску. Групповая поляризация — это когда в группе полярное значение и группа на этом остается. Сдвиг к риску — это по Стоунеру, который в 1961 году провел исследование, он понял, что порой бывает, группы принимают более рискованные, более избыточно для деятельности решения, чем они бы принимали отдельно. Групповая поляризация. То есть риски именно. Да, они закрывают глаза на риски. Группа принимает решение, скажем так, более рискованное, если бы каждый из них в отдельности его принял. Групповая поляризация, сдвиг к риску, более риску. Стоунер сделал это исследование. Соответственно, каким образом можем побороться, вы тоже это распечатку у себя увидите. И третий феномен групповых решений — это социальная ленность. Один из моих любимых. Ну, узнаем, конечно. Откуда мы это знаем? Не только из своей практики, но есть ученые, которые для этого поработали. А именно, ладно, в 1909 году было проведено исследование, когда в паре люди на 29% меньше активничали, в четверках они на 49%, а в шестерках на сколько люди меньше проявляют активность? 90. Почти, перевернуть, на 60%, на 60%. И еще исследование, которое Фиглеман провел в 1939 году, когда перетягивание каната мерили динамометром усилия людей, прямая зависимость. Чем больше людей становится к канату, тем меньше каждый силы тратит. Соответственно, теперь мы это знаем, и теперь мы знаем, что такой эффект бывает в групповых решениях, соответственно, как мы можем с этим поработать, тоже предложены определенные решения. Наша задача, в английском вот этот пункт называется watch. Я его перевел как феномены групповых решений. Watch — это в смысле обратите на это внимание. Вот мы должны знать, что так бывает, так может быть в нашем решении, и поэтому. Итак, сейчас, коллеги, для того, чтобы мы завершили наше замечательное занятие, мы с вами сегодня, если я ничего не путаю, выписывали 3 блока. Да? Вот сейчас, пожалуйста, продумайте решение коротенькие, хотя бы на первый блок, каждый у себя в раздатке. Решение для первого блока. Первый блок и достаточно, если мы это написали. А теперь, пожалуйста, в парах, либо, в парах, Ольга, можно вас попросить, Катерине присоединиться, да? Да. Ага. В парах мой случай, вот этот раздел, сейчас обменяйтесь друг с другом вашими раздатками. Поменяйтесь. Да. И вы видите, кто кого проинтервьюирует. То есть, к примеру, Татьяна задает вопрос Андрею. А к какому решению хотел бы прийти, совместное какое решение хочешь получить? И пока не получите ответ на все 5 вопросов, мы не отстаем от своего партнера. В паре. А решение по какому вопросу? По первому. У Андрея. Я, получается... Можете по первому блоку, коллеги, в принципе, самое актуальное для вас сейчас. Что для Я вас задаю совершенно... Кате вопрос, а она мне? Вы задаете Кате и записываете ответ.
Когда вы прошли все 5 вопросов, соответственно, Катерина задает вопрос. Из практической работы вашей. Это может быть в семье, на работе и так далее. Да. Какой вопрос у вас сейчас появился? Именно совместно. Да, все, давай. Я лучше тебе задавать вопрос. Так, Коллеги, у нас 2 минутки. кому хочешь преимущество будет. Увеличение вероятности каждый даст свою часть. Я вот всегда с ней. Не знаю, она больше. Кто должен быть включен в процесс совместного Все заинтересованные каналы. А У меня чем заинтересованы? Все вовлеченные? Нет, не вовлеченные. А все заинтересованы, да, заинтересованы. Его стороны полсейл. Больше в 2 раза уже писал. Никто. Ну, 40 обозначить, да. какие конкретные проблемы вы предвидите? Какие конкретные проблемы? Первое. Просят на встречу. И меня во всем, когда закончите. Да. Да. Вы предвидите проблемы. Отсутствие. Подошли, кажется, что я уже Вот. Прекрасный вопрос. Из блок чаще всего я использую желательно. Все-таки это от нашей Нет, важность проблем. Нет,
Да. И, конечно же, обратная связь. Ну, я не щипаю. Коллеги, полминутки. Колодец. Да. Слушай, может быть, ты на камеру. Остается 20 секунд. Все заинтересованы. Да. Татьяна, тебя очень недооценивается, честно. Для поста? Для интервью, для интересного интервью. Да-да. Верхняя моя. Сейчас мы уже практически заканчиваем. Может быть, твой сейчас посмотрим. Да. Какое решение вы хотели бы? Ну, мы практически закончили, коллеги. Итак, я надеюсь, что какие-то вещи были для вас сегодня полезны. Скажите, пожалуйста, вот если коротко, давайте встанем, мы уже, в принципе, заканчиваем. Если мы будем использовать знания сегодняшние, то что через год, какие мы можем ожидать результаты участия принятия совместных решений? Ну, как если... Большая увлеченность, Продуктивная встреча. структурированность, да, какой-то больше организации, готовки к встрече. Структурированность, организации, продуктивности. Результат. Результат. Ага. Потому что когда все Возможно, проработать. Возможно, прорывные идеи. Целеполагание, если четко есть, да, то, в принципе, может быть, больше будет результат, более эффективный. Отлично. Команды ваши, что может произойти с работой ваших команд, когда мы будем использовать какие-то из этих методов? Ну, команда станет более сплоченной, все будут понимать, соответственно, какие стоят задачи общие, все будут понимать, что к чему влечет там игнорирование, к чему влечет отсутствие тайминга, вот, потому что когда задач много, и ты не в ритме, так скажем, ты не успеваешь уделить равностепенное внимание всем задачам, что-то теряется, на пути результат не достигается. В итоге не достигается результат. Скептически настроенные люди, возможно, если их больше будут вовлекать в сам процесс, они будут активными участниками этого процесса, то, возможно, у них тоже могут быть такие достаточно серьезные подвижки. Во-первых, интеграция с коллективом больше, потому что очень часто такие люди тоже бывают в стороне. Вот, и они сами увидят, что, в общем, надо быть более открытым к каким-то идеям, вопросам, решениям. Мне очень понравилось, что вы говорите, они сами увидят. Собственно говоря, мы не, они сами увидят, осознают, значит, В общем, и другие профессионалы, что есть. Не только они. Но скептики чаще всего обладают знаниями. Там есть Да, профи, как правило, бывает. Да, вот эта экспертиза, я здесь поддержу Ольгу, что вот эта экспертиза коллективная, она заработает наконец-то. И она, ну, то есть каждый, если включится в своим профессиональным подходом, то вместе это будет действительно такая командная, нормальная, сплоченная работа. Слушайте, ну что замечательно. Я вам желаю удачи, коллеги. У вас здесь есть 5 советов, 5 секретов успеха, то, что выжимка из нашей сегодняшней сессии. Вот. А также вы можете почитать дополнительную информацию, тоже есть, если это интересно. Собственно говоря, про групповую динамику, про все остальные вещи. Они также у вас представлены здесь, источники, узнать больше. Вот. Ну что ж, вам спасибо, с вами было интересно сегодня. Вот, хочется похлопать. Вам удачи.